Здравствуйте, дорогие друзья! Субботнее утро, и я в Хайфе. Тяжела жизнь блогера, потому что вчера мы приехали с супругой вечером в Хайфу. У меня здесь живет сестренка, и у нас было семейное торжество в ресторане. Мы праздновали приезд нашего родственника из далекой России уже. Закончилось это все в 2 часа ночи, и вот мы не упустили возможность приехать утром на блошиный рынок в Хайфе. Я считаю, что он самый интересный, самый большой в Израиле. Здесь очень много всего, очень много винтажа, антикварных вещей. Сегодня я сделаю очень большое видео обзорное, так что вперед, может быть, что-то найдем для себя. Вперед на блошиный рынок в Хайфе. Начинаю поход за антикварными сокровищами Хайфы. Голос у меня немного сел сегодня. Я хотя и не пью, за рулем, но вчера было холодные прохладительные напитки, поэтому голос немного осип. Вот смотрите, моя любимая тема — часы. Да, здесь есть что посмотреть. Эти Тисот симпатичные. Доброе утро. Привет, привет. Вау, какая инвикта. Посмотри, какой размер. Смотри. Это надо руку гиганта иметь. Тоже инвикта. Посмотри, какой необычный цвет и размер. А сколько стоит инвикта это? 900. 900 шекелей. Классные какие вообще. Это просто... Да, интересные часы здесь. Давай посмотрим за часами. Я посмотрел за часами. Да, красиво. Это женский. 200. Это гетский. Как у тебя, да? Вот. Дай покажу твои часы. Какие красивые мы тоже купили по случаю. Гессовские. Очень красивые часы-браслет на моей супруге. Так, идем дальше. Вот вид сверху здесь. Да, вот супруга нашла комод. Красивый. Да, винтажный. Довольно-таки старый. В хорошем состоянии. Его отреставрировали. Идем. Здесь такой подъем. Такой здесь есть развал, где много всякого. Видите, даже контейнер вот здесь. Смотри, Танюш, контейнер открытый. Они анашим лё мицалем. Они анашим лё мицалем. Рак дворим. Кен, туда. Говорят, что типа людей не снимай, но я и не снимаю людей. Мне люди не интересны. Мне интересны именно вещи. Я уже не первый раз снимаю. Так что, напоминают, ладно. Ничего страшного. Это мы переживем. Смотрите, здесь деревянное творчество. Такие резные вещи, да? Блюда. Что это, ложка? Большая. Красивая резная тоже. Да, вот это тоже. Да, их две. Они одинаковые. Смотри, какая картина китайская. Красивая. Вау, вот это мне нравится. Но это Мельхиор, да? Я не знаю. Бокертов, кама народ, тмуна зут. От муна. Кама? Камиши. 50 шекелей всего, представляете? Классная. Вот так повесить очень красивая. 50 шекелей это вообще недорого. Я еще не остыл к африканскому творчеству по дереву.
Мне нравится из черного дерева изделия. Смотрите, здесь сколько их. Вот такая фигурка интересная. 10 шекелей дорого. Идет торг. Кама май. Здесь многочисленные столы с инструментами. Смотрите, сколько всего. Есть и старые, какие-то разводные ключи. Вот эти кусачки старые, антикварные, можно сказать. Полно всего. Идем дальше. Очень много здесь в Хайфе столов с разнообразными вещами. Вот такие вот есть фигурки. И какая композиция интересная. Вот смотрите, нашел я яйцо динозавра. И такое здесь есть. Смотри, какой кран для воды. Керамический. Красивый, да? Его если помыть, очистить, будет хорошо смотреться. Классный. А вот, смотри, монах в виде бутылки. Чашки там тоже красивые. Где? А, вот чашки. Видишь, вот эти маленькие. Ага. Да. Красивые. Идем дальше. Ну, в магазине пока не идем. Да, сейчас сначала мы будем обозревать, что здесь на столах. Очень много тарелок, очень много керамики здесь. И даже есть Дед Мороз летом. Вот кому интересно старые фотоаппараты. Здесь также можно купить себе велосипед. Такой здесь есть набор красивый, керамический. И фигурки очень красивые. Игрушки. Такая собачка. И много здесь барахла, вещей на этом рынке. Но есть отдельный там развал, тоже, где представлены вещи. Так, идем дальше. Здесь трудно подойти к столам, потому что очень много народу. Такие лампы красивые. Кувшин. Ох, какие два. Что это? Какие две птицы интересные. Пара — это всегда ценно. У рынка есть такие, у главной улицы рынка есть такие отростки улицы, такие ответвления. Там можно что-то тоже найти интересное. Так что мы идем туда. И здесь есть многочисленные вот такие лавки антикварные, куда мы тоже зайдем. Столько мелочевки всякой. Смотрите, слон обязательно должен присутствовать на обложке. Это голландские, я думаю, фигурки.
бело-голубые. И вот муранская маленькая ваза. Мурану здесь меня нашло. Старые теннисные ракетки. Кстати, еще одну из таких, только деревянную. По заказу своего друга. Ну, посмотрите, какой совиный столик. Одни совы, посмотрите. Разные-разные. И маленькие, и большие. Разных цветов. Из фарфора, из дерева. Очень красиво. Вот даже есть одна сова из ракушек. Интересно, да? Кто увлекается совами, пожалуйста, посмотрите. Совиный столик. Такая еще есть птичка. Красивая. Английские машинки. Посмотрите, какие интересные подсвечники здесь. Спасибо. Да, это блогерская вещь. Камера. Эти подсвечники по 50 шекелей. Очень интересные. Со слюдой, кажется, они сделаны. Интересные тоже. Есть еще вот такие подсвечники. И вот такая интересная индийская такая подвесная игрушка. Посмотрите, со слониками для детей. Интересная вещь. Никогда такого не видел. Что вы думаете об этом? Кто-то видел подобное? Еще я хочу сказать, что у нас есть... Мы приезжали в Хайфу зимой. Есть прекрасное видео тоже с блошиного рынка. Там были не менее интересные вещи. Так что посмотрите, вам понравится, думаю. Любителям антиквара и винтажа. О, какие... Да, класс. Какой павлинчик, да, такой красивый. Смотри, а яйцо тоже какое большое у вас. Да, красиво. Вот это яйцо. Да. Сколько оно стоит? 150. Жалко без подставки, да, красивое. А павлинчик вот этот маленький? 60 шекелей. Красивый, ты знаешь? Мы подумаем, может, возьмем сейчас. Красивый. Еще у вас замечательные, конечно, фигурки. Просто красота. Знаете, такой попугай. Смотри, какая шкатулка. Да, очень красивая вещь. Да, я, кстати, ее заметил, когда мы ходили за тобой. А это сколько стоит? 100 шекелей. 100 шекелей. Тоже недорого. Да. Да. Красивая вещь. Мы еще сюда вернемся. Смотрите, какая ваза. Вау. Вообще просто китайская. Очень красивая. И многочисленные здесь фарфоровые статуэтки. Чего только нет. И такие кружки английские с лицами. Марина! Да. Как я и ожидал, здесь сегодня много всего интересного. Много. Еще не все разложено по столам, я смотрю, только раскладывают. Вот для любителей стекла здесь рюмки, фужеры, бокалы. В ассортименте. Идем дальше. И вот пошла бронза. Ой, какие часы.
Танюш, посмотри. Вот это часы. Каминные часы отличные, красивые, красивые. Интересный аппарат. Не пойму, что это. Такой. Это что такое, как ты считаешь? Печатная машинка. Нет, это какой-то аппарат для передачи, как телеграф, что ли. Что-то такое интересно мне. Если кто знает, скажите мне в комментариях, пожалуйста. И вот здесь два Чарли Чаплина, и посередине такая дама. Еще одна ваза обалденная. Какая ваза. Посмотрите, на что я наткнулся. В сборе такая железная дорога, «Золотая стрела» называется, русского производства. И она работающая. Тут и мелодии, она едет на батарейках, на радиоуправлении даже вот. Представляете? Целая в упаковке. 200 шекелей. Я считаю, что это недорого. Вообще класс с составами. Отличная вещь. Да, неожиданная такая находка. Такого я не видел. Здесь есть такой вот еще под навесом такая небольшая площадка. Здесь полно часов. Посмотрите, сколько здесь часов. Вау. Ну, конечно, половина из них, если не больше, все Китай, но есть интересные модели. Смотри, Танюш. Тоже часы-браслет. Видишь? И эти красивые. Некрасивые. Не понравился? Хорошо. Очень много бижутерии тоже. И опять фигурки. Фигурки, фигурки, фигурки. Есть очень интересные. Такой старичок с трубкой. И полно всякой всячины. Посмотрите, полно. Опять часы. Прям кучами. Вот опять же таки, кто интересуется бижутерией, посмотрите. Всякие бусы. Чего только нет. Здесь очень много вот колец. Такая оригинальная шкатулка. Посмотрите, какая прекрасная бижутерия тоже. Кулоны, серьги. Очень красиво все. Да, Танюш? Красиво, да? Смотри. И вот здесь есть такая замечательная тоже бижутерия, брошки. Мы здесь уже покупали с тобой, да? Очень красивые цены вообще здесь приятные. Там 15 шекелей, 20 шекелей брошка. Смотри, 3 цыпленка. Да, красивые вещи для задекорировать квартиру. Так что приезжайте в Хайфу, и здесь полно всего. Кто любитель бижутерии, просто рай. Чего только нет. Потерпите чуть. Посмотрите, сколько здесь английских машинок винтажных. Шалом леха. Деширха? Кому лехат? Ага. Эти по 50. Вот эти побольше размер. Это, наверное, 1,43. من عندي شوف وصفهم
а эти по 30. Но интересно, есть модели, кто собирает такие. У меня таких есть несколько штук, а я их не собираю, так есть просто, чтобы было. Я брал их вообще очень дешево. И вот есть такие 1.18 Маисто. Вешмона Исраэли. Гамми хиртов. Вот это вот интересное есть. Интересный. Ой, какой Порш. Какой Порш Тарго. Моя любимая модель причем. Астон Мартин, да. Классные вообще просто. Очень мне нравится. Просто я их не собираю, потому что они очень большие для... Их некуда ставить просто у меня дома. Я собираю 1.43. Вот здесь бронза и латунь. Смотрите, сколько всего интересного. Всякие кувшинчики. Какие-то подставочки. Непонятные какие-то вещи мне иногда. О, есть настольные часы. Такие советские были, лучше такие тоже, я помню. Подсвечники. Пожалуйста. Ханукиот. Это, кажется, янтарь. Даже медали есть. Кофемолки винтажные тоже полно. И вот это вот муляж винтовок, но сделано красиво. Смотрите, такие кремниевые винтовки. Так, повесить на стену. Меч, кладенец. Пистолеты. Вау. Сабля красивая. Смотрите. Очень неплохо. А, японский меч еще есть. Тоже классный. Сейчас я поинтересуюсь ценами. Выяснил я цены. Вот это ружье стоит 500 шекелей. Это стоит сабля японская 250. Это стоит... Сколько ты не помнишь? 350. Такой восточный меч короткий. Вот такие вещи есть. Смотрите, какой патефон еще. Настоящий. О, класс. 2 даже. Да. Интересные сегодня есть вещи. Ходим, смотрим. Сегодня жарко. Уже за 30, хотя утро, где-то часов 9 утра, но уже за 30. Большая влажность, поэтому тяжело ходить. Хочется все время укрыться в тени. Но идем дальше, мужественно. Идем дальше. Обозревать и снимать. Вау. Сегодня удивляет вещь. Посмотрите, какая ваза. Это, кажется, чешское стекло. Что там? Made in, не вижу. Италия, итальянская. 150? Танюша, посмотри, какая чудесная ваза. Ты видела? Вау, красота. 150 шекелей, вообще недорого. Да, эта ваза слегка удивила меня за 150 шекелей итальянская. Думаем, брать или нет, подумаем. Еще несколько вещей нам приглянулось сегодня. Это уже в конце мы решим. Здесь полно всякой всячины. Такой стол с посудой. Как я уже говорил, солнце палит нещадно. Тяжело сегодня. Надо пить больше водички. Смотри, куколки такие. Танюш, даже Карлсон есть, смотри. Смотри какой. С пропеллером. Представляешь?
Да, интересно. Этот стол был. Да, это помню по прошлому видео, да, здесь такие сувенирные мотоциклы, велосипеды, машинки. И полно всякого барахла. Прямо на земле. Как говорится, домашняя утварь. Какой бокальчик. Да, красивый, красивый. На высокой ножке. Ага, очень красивый. Да, их два, что уже хорошо. Да, очень. Да, Такой простенький, да, но да, но стильный, да, согласен. колготки не надо. Мне нет. Мне и так жарко. Посмотрите, для любителей фототехники полно всего. Такие винтажные фотоаппараты. Что только не кодеки, олимпусы, японская техника и прочее, прочее. Коника. А рядом вот такие очаровательные кошки и куклы. Танюша, ты посмотри, какая кукла японская. Кимоно. Ай, какая красивая. Да, красивая. Классная, очень мне понравилась. Да. Красивый набор. Что тебе понравилось? Вот этот набор? Да, красивый, да. Такие Красивый. тарелочки, смотрите, какие красивые. Да, элегантный такой. Без рисунка, но красиво. Такой с золотым ободком. Красиво. А вот смотри, вот и вазочка. Опять Мурано. Зеленая. Смотри. Да, только неинтересно, потому что их очень много, Да, таких в разных цветах. Да, они и у нас есть подобные, очень красивые. И наши красивее. Да, трехцветная, красивая, да. Если мы что-то ищем Мурано, что-то особенное, чтобы прям зацепило. Да, это винтажные игрушки тоже, да? Юла. У меня была в детстве. Угу. Смотрите, интересные какие здесь картинки такие. Керамические на них. Керамические изображения людей как бы на керамике и в рамке. Интересно. И опять фигурки. Причем очень много интересного. Я сразу могу сказать, что это видео будет долгим. Я разобью его на две части, потому что я еще буду снимать по винтажным антикварным магазинам, которые здесь есть. Вот, пожалуйста, вот они. Здесь по обеим сторонам улицы. Так что смотрите и первую часть, и вторую. Я думаю, вам понравится. Какие необычные вазы тоже. Видел? А, ты ищешь эти горшочки, да? Кстати, здесь может быть. Надо просто поискать. Инструменты. Что это? Это китайские вазочки в упаковках, видишь? Очень много старинных книг, кто интересуется. И на иврите, и на английском есть.
и всякой всячины. Одежда прям валяется на полу, на улице. Да, сегодня жарко, 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 жарко. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и продолжим. Так как мы ходим уже давно здесь, я не хочу вас сильно утомлять двухчасовым видео. Заканчиваю первую часть и смотрите, конечно, вторую. Вторая часть будет посвящена небольшим магазинам и салонам, которые здесь около ярмарки. Так что смотрите продолжение, будет очень и очень интересно.